Приветствую вас на канале Техревизор. Я подготовил топ-5 умных розеток для дома на 2025 год. Все они наружного типа, то есть ничего не нужно специально устанавливать, сверлить стены и наводить суету. Достаточно просто вставить одно в другое и получить умный гаджет. Я подобрал различные модели, чтобы покрыть разные потребности. Здесь есть и недорогие розетки для подключения легких устройств типа настольных ламп, так и более мощные модели, способные безопасно работать с мощными приборами. При этом обращал внимание на поддержку разных экосистем умных домов, чтобы можно было это все автоматизировать и внедрить в свой умный дом. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На пятом месте рейтинга Aqara SP-EUC01. Одна из самых дорогих розеток в этом рейтинге. С хорошим функционалом, но небольшим запасом мощности. Так, максимум она переваривает 2300 Вт. Это обеспечивается номинальным током 10 ампер и напряжением в 250 вольт. Поэтому розетка подойдет для подключения не слишком мощных приборов. Настольной лампы, утюга и всего такого небольшого и маломощного. Проследите, чтобы устройства не превышали заявленные параметры по току и мощности. Конечно, сильно не переживайте, большого бума не произойдет. Все-таки современная электроника продумана в этом плане. Aqara SP-EUC01 имеет функции для контроля потребления энергии и безопасности. Так, в ней есть защита от перегрева и перегрузки. Можно не переживать за безопасность. В случаях нештатных ситуаций при перепадах напряжения и всего остального устройство просто отключится. Что там по функционалу? Во-первых, розетка полностью раскрывается только в фирменной экосистеме Aqara Home, ну или Apple HomeKit. Для Яндекса, ВК и всех остальных функций ограничены, хотя они поддерживаются. Но если использовать эту розетку отдельно ото всех, чисто через приложение Aqara, в нем можно найти статистику потребления электроэнергии, настройку расписания работы, таймер. А при подключении, например, к умной колонке, можно и голосом управлять хоть из другой комнаты. Например, попросить поставить чайник или выключить торшер. Подключается все легко и просто. Достаточно открыть инструкцию. Для тех, кто в теме, поддерживается подключение по протоколу ZigBee. Для тех, кто не в курсе, это дает возможность подключить розетку к большинству экосистем умных домов, только с некоторыми заморочками. Четвертое место занимает Xiaomi Smart Plug 2. Отличная розетка, которая справится с подключением почти любых устройств. С максимальной мощностью до 3680 Вт она выдерживает даже серьезные бытовые приборы, такие как конвекторы, обогреватели, холодильники и многое другое. Так что с ней можно без проблем управлять всем, что требует 16 ампер тока и 250 вольт напряжения. Подключать ее просто. Вставили в обычную розетку и все. Потом подключаетесь в приложении, настраиваете нужный сценарий и управляете. Например, зимой подключаете обогреватель, ставите таймер, чтобы просыпаться в теплой комнате или наоборот, засыпать с выключенным устройством. Летом вентилятор, кондиционер или что-то такое. Все по расписанию, без лишних телодвижений. Что круто, розетка работает с Яндексом и ВК. С основными представителями умных систем в России. Ну, Сбера не хватает разве что. Из потусторонних имеется Google Home, Amazon Alexa и, само собой, Mi Home. Но эти ребята не так интересуют, так как мало кто строит умные дома на них. Если есть дополнительные умные устройства от Яндекса или того же ВК, условно умная колонка, можно подключать их. Получится полноценный умный дом с голосовым управлением. Плюс, если вам интересно, розетка покажет статистику потребления энергии. Вдруг захотите посмотреть, сколько жрут приборы. Это тоже в приложении ищите. Хотя пользоваться умной розеткой чисто для таймера или удаленного включения-выключения приборов тоже можно. На третье место я поставил Chameleon Smart Home. Розетка с максимальной мощностью в 4000 Вт и номинальными характеристиками 16 ампер и 250 вольт. Легко потянет любые бытовые приборы – кофеварку, стиральную машину, микроволновку и так далее. Это позволяет подключать практически все, что требуется для повседневного использования, не переживая о перегрузке. С подключением и настройками проблем никаких. Вставьте розетку, скачайте соответствующее приложение и следуйте пошаговой инструкции. Интерфейс простой. Сразу настраивайте режимы работы.
Например, можно задать таймер для обогревателя, чтобы он включался перед вашим пробуждением или выключался через какое-то время. Это очень удобно для тех, кто любит просыпаться в теплой комнате, при этом постоянно не забывая включить-выключить прибор. Или настройте работу кофеварки, пусть она готовит кофе к вашему пробуждению по утрам. Розетка поддерживает несколько популярных экосистем для умного дома: Google Home, Яндекс, Apple HomeKit или ВКонтакте. С этими интеграциями управление устройствами можно легко осуществлять голосом через привычных вам помощников. Если у вас уже есть какие-то устройства с поддержкой одного из этих помощников, Chameleon идеально впишется в вашу экосистему. Для тех, кто хочет следить за энергопотреблением, розетка предоставляет статистику по потребляемой энергии. За счет этого поймете, какие устройства в доме потребляют больше всего электричества. Отсюда даже затраты можно снизить, если действительно платите очень много за свет. При этом и безопасность розетки на уровне. Защита от перегрузок и перегрева на месте. Куда же без этого? На втором месте Сбер SBDV 00123W. Сберовская розетка чисто под сберовские приложения и умный дом. С другими экосистемами она не работает и не подключается ни по Zigbee, ни по Matter. Вот если у вас есть умная колонка от Сбера для управления с помощью голосового помощника, отлично. Если нет, тоже неплохо, по крайней мере из приложения точно сможете управлять всем функционалом. Эта розетка рассчитана на максимальную мощность 3680 Вт, что делает ее универсальной для использования с большинством бытовых приборов. В этом плане никаких ограничений. Функционал довольно стандартный, но достаточный для большинства пользователей. Можно устанавливать таймеры, задавать расписание для работы приборов, удаленно включать-отключать технику и все остальное. При этом для безопасности в розетке предусмотрена защита от перегрева и перегрузки. Внутри стоит датчик. То есть даже если вы случайно подключите мощное устройство, розетка будет защищена от возможных повреждений. А если прыгнет напряжение, розетка обесточит чувствительную технику, чтобы ничего не погорело. После стабилизации напряжения все автоматически вернется как было. Никаких последствий, полная безопасность. Сама розетка имеет защитные шторки, чтобы дети не проявляли свое любопытство в неподходящую сторону. Еще на корпусе есть кнопка, которая отвечает за работу самой розетки. Ее тоже можно сделать неактивной. Например, когда вы уходите из дома и оставляете детей одних. На первом месте умная розетка от Яндекса. Розетка получается подороже, так как люди чаще выбирают Алису, а не Марусю или Салют. Так, по мощности можно подключать разные приборы. Розетка тянет напряжение 240 вольт и силу тока 16 ампер. Перемножая, получаем общую перевариваемую мощность до 4000 Вт. Запасом производитель ограничивает до приблизительных 3680 Вт. Из функционала Яндекс не поскупился на поддержку протокола Matter. Видимо, чтобы хоть как-то оправдать оверпрайс на фоне более дешевых конкурентов. Если вы пока не сильно углублялись в умный дом со всеми его плюшками, то Matter вам может не понадобиться. В этом случае просто розетка подключается через приложение, как обычно, и настраивается. Но потом, если вы купите специальный хаб или умную колонку Яндекс, розетку можно будет подключить не просто по Wi-Fi, а по протоколу Matter. И отсюда выливается приятная фишка. Розетка получает суперспособность выполнять сценарии без интернета. В общем, штука полезная и точно стоит того, чтобы иметь на будущее. В остальном по дизайну, функциям и каким-то приколам рассказать нечего. В приложении точно так же можно посмотреть потребление энергии, настроить сценарии, выставить таймеры работы, управлять голосом при наличии колонки. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.